В тишине и безмолвии подводного мира, где свет пробивался сквозь водные глубины и волны тихо шептали о своих секретах, находится невероятная и трогательная история о смелости и взаимопомощи. Это история о горбатом ките и дайвере, который стал его святым покровителем, оказавшимся в опасности. Глубокие воды океана всегда несут в себе множество загадок и тайн, и порой в них таятся не только невероятные морские существа, но и драматичные истории, порождаемые случайными встречами. Всплывающие с глубины образы, отражающие свет и тени, рассказывают нам о том, как даже в самые темные времена может произойти невероятное. Именно в такой удивительной среде, полной чудес и страхов, разворачивается эта поразительная история о неподдельной храбрости и далеко идущей связи между человеком и животным. Прежде чем эта история начнется, важно понять глубинную природу горбатых китов, этих грациозных и величественных существ, которые фактически являются символами океанов. Они безмолвно защищены стихиями моря, величественно плавают в своих обширных просторах, погружаясь в мир, где природные элементы превосходят любое воображение, и каждый миг может стать как избавляющим, так и жестоким. Однажды ночью одинокий горбатый кит, выбравший спокойные воды недалеко от берега американского города, оказался в ловушке. Перемещаясь по волнам, наслаждаясь ничем не омраченным моментом, он оказался в ситуации, которую не мог предвидеть или понять. В темноте, стремясь к свободе, кит наткнулся на толстую веревку, и это мгновение стало точкой невозврата. Внутренние инстинкты животного взорвались панической реакцией, когда он опомнился, что попал в ловушку, и его горб не находил покоя в безмолвном протесте против того, что происходило. Чувствуя нарастающую панику и ужас, кит начал извиваться в попытках освободиться от пут. Стремясь к святости свободы, он пытался бороться, но каждое его усилие приносило лишь боль и разочарование вместо долгожданного освобождения. Часы мучений прошли впустую, и зависший между небом и мглой зыби, кит осознал, что его борьба на самом деле не приводила ни к чему полезному. В этот момент он стал жертвой своей свободы. Высокий уровень страха был тем самым грозным безмолвным криком, который эхом разносился по морским глубинам. Наконец, животное оказалось в таком положении, что, как бы сильно оно ни пыталось, путь к свободе стал для него трудной истиной. В момент одиночества и безысходности на его плечи упала новая забота. В условиях своих страданий он также остался наедине с постоянным страхом акулы, которая собиралась выйти на охоту. Утро после той мучительной ночи обещало новые возможности, полные цветных открытий, и застало команду дайверов. Плавно готовясь к очередному погружению, они обменивались шутками и ожидали новых впечатлений от подводного мира. Джеймс Москито, опытный дайвер с седыми прядями на висках, только что присоединился к этой команде, готовясь к новому приключению. В тот день его предстояло узнать, что такое настоящая мужественность. Никакой очередной рутинной вылазки, как он предполагал, не было просто быть. Команда оказалась вовлеченной в нечто гораздо более важное и тревожное, чем просто изучение морских глубин.
Их внимание привлекли сообщения о необычной активности у берега, и с каждым новым словом в их кругу нарастали легкие нотки беспокойства. И это не просто стало для них темой разговора, но и пробудило первые импульсы к тому, чтобы стать частью чего-то вдохновляющего и значимого. Скоро команда затолкала свою лодку в пенящиеся волны, что извивались под лучами утреннего солнца, ощущая, как свежий воздух наполняет их легкие. Участие в этой процессии привело их к ощущению уверенности и радости, но они не знали, что вскоре встретят чудовищное испытание. Они знали, что встреча с дельфинами или морскими котиками может стать приятным, даже забавным дополнением к их увлечению. Но они не предполагали, что станут свидетелями такого выдающегося события, которое изменит их жизни навсегда. Когда они достигли точки назначения, забираясь в безмятежное сердце океанских волн, Джеймс заметил из воды что-то странное. На расстоянии 8 миль от побережья Сан-Франциско что-то двигалось, однако это не могло выглядеть как обычное морское существо. Кто бы мог подумать, что это будет Кит, замученный, стремящийся к выживанию. Его огромная голова медленно поднималась над волнами и, казалось, наблюдала за приближающейся лодкой, как будто разворачивая в своем взоре беззащитный вопрос: кто они, в чем его судьба? Скоро стало ясно, что Кит не просто попал в трудную ситуацию, он был в глубоком плену. Он запутался в дюжине ловушек для крабов, и эти преграды резко ограничивали его движение, удерживая на поверхности будто якорем. Эти ловушки, полные ожидания и опасности, вместе весили почти 3000 фунтов, каждая из них впилась в его тело, причиняя жгучую боль. Невозможно было не заметить страдания дельфина из-за нестандартной ситуации, с которой он столкнулся, и Джеймс не сомневался, что Кит испытывает ужас в последние мгновения, когда недостаток кислорода был слишком острым. Его воспоминания о собственном кошмаре, о том, как его друг из Финского залива, синяя китовая акула, был ранен акулой, вновь накрыли его силуэт, погружая в беспокойную тьму. Теперь он понимал, что наступала минута правды, и хищник вернулся, готовый к нападению, как тень над дном. Тем временем над бездной возникала серая пелена, слой нефти, вырвавшийся из тела кита, запятнавший его ласты и сморщивший морду. Это означало, что приближается потенциальная угроза. Именно там, среди опухшей кожи и десятков ярких пузырьков, Джеймс понял, что быстро действовать — это единственный выход. Но что именно он мог сделать? Все страхи, шепчущие его мыслям, не могли говорить о легкости того, что ему предстояло сделать. У него был только один выбор. Если он сейчас не поможет, эту встречу, возможно, уже больше не повторить. Принимая решение, он в спешке надевал свое водолазное снаряжение, воображая, как глубина манит его в свои холодные объятия, предвещая опасность, которую он собирался принять. Он стремился проникнуться симпатией к этому чуду природы, а страх остался лишь на поверхности, не в силах обмануть его готовность. Внутренняя уверенность давала поддержку всей команде, замершей в ожидании, и никто не знал, как важно было то, что сейчас с ними происходило, сколько истинной жизни было перед ними. Нельзя было упустить эту возможность, ведь каждая секунда настигала их, и с растерянностью в сердце они были готовы завоевать день. Перед тем, как нырнуть, Джеймс решился намеренно сказать о своих опасениях остальным дайверам в надежде, что цель их спасения будет для них ясна.
Он напомнил им о хищниках, скрывающихся под водой, и предложил всем держаться начеку, когда они будут рядом. Глядя на свою команду, он видел, как в их глазах загорается доверие и готовность поддержать его в любых действиях. Наконец он вынырнул вперед, и с каждым взмахом ребер его тела пробивала поверхность, разрывая пространство вокруг в ожидании жертвы, где ничто не могло ожидать и ждать. Сила добра и спасения переполнили его, и он, веря в свой потенциал, заставлял себя двигаться вперед, пока мир не утих. Когда Джеймс достиг кита, он заметил, что тот, уставший и потерянный, смотрит на него. В этом взгляде светилась надежда, терзаемая страхом. В его глазах Джеймс ледяным холодом ощутил печаль, но одновременно и возможность нового начала. В этот момент оба существа, одно из которых несколько часов назад было символом страха, а другое нежно прикасалось к своей хрупкой жизни, нашли союз в мгновении, которое стало ключом к свободе. Джеймс медленно протянул руку, чтобы успокоить кита, и его прикосновение было более чем просто контактом. Это был мостик между двумя мирами, открывающий путь к пониманию и состраданию. Однако задача Джеймса была непростой. Запутанные веревки вонзились в кожу кита, и он знал, что на его хрупкие плавники нападают ловушки, что затрудняло возможность спасения. Каждое движение ограничивалось все большей болью, и Джеймс чувствовал, как его сердце сжимается от страха потерять это существо. Но важнее всего было то, что он не может позволить себе испытать слабость, потому что именно в этой борьбе хранилось будущее живого существа. Сильно сжав сердце увиденное, он взял нож и приступил к делу. Словно раскладывая пазл в своем разуме, Джеймс работал быстро и осторожно, помогая своему спасающему движению. Он понимал, что его каждая секунда беспечности — это момент, который они не могут позволить себе утратить, ведь здесь было за что бороться. Вокруг него образовалась атмосфера командной работы, когда другие дайверы, настраиваясь на его волну, становились рядом и делали все, что могли, чтобы не нанести вреда киту, используя свои собственные навыки. Крики поддержки и живого участия была слышна среди выходит за пределы отваги. В этот момент катастрофический кризис стал коллективным процессом, где все участники вдохновлялись надеждой Джеймса, его решительностью и верой в то, что невозможное может стать возможным. Их совместные действия связывали их между собой, как наполненная подводными волнами кисть художника, создающая изображение в бесконечности. Джеймс работал и внимательно следил за окружающей средой, не забывая о возможной опасности, которая могла в любой момент разразиться над ними. С каждым счастливым порывом веревок он не мог не помнить о том, что сверху его ждет неизвестность. Свирепо, конечно, он оборачивался, чтобы проверить воду, и делился с ними своими опасениями. В тот момент, когда последний кусок веревки оказался отрезан, ожидание стало безграничным, но внутренне Джеймс в это верил. Он знал, что его решение освободить кита — это безусловный путь к надежде и спасению. Геометрическая форма освобождения достигла своего апогея, и когда кит наконец вырвался на свободу, он глубоко нырнул в толщу воды. Дайверы, стиснув руки и чувствуя единение своих сердец, стали издавать радостные возгласы с каждым успешным моментом.
Изумленные друг другом, они обменивались поздравлениями, стараясь понять, как лучше всего выразить свои эмоции. Трудный путь был пройден, и завершение этой истории означало не только облегчение от предыдущей борьбы, но и гордость за то, что они смогли сделать что-то действительно значимое. Джеймс чувствовал, что его усилия будут оценены по достоинству, ведь не каждый день спасают такого огромного и удивительного кита. Все это было больше, чем просто работа, это стало для него опытом. Этот опыт шагал за пределы обычного. Он становился прикосновением к истинной жизни и помогал ему сформировать новое понимание. Но самый большой сюрприз ожидал всех. Через несколько мгновений после освобождения горбатый кит вернулся к ним. Он не только появился на поверхности, но и сразу направился к Джеймсу, словно искал его взгляд, его поддержку и понимание. Команда уже вернулась в лодку, всматриваясь в бескрайние волны, с любопытством наблюдая за его возвращением. Это мгновение и его подъем в немеющем восхищении было настолько невыносимо прекрасным, что их души праздновали прихотливое чудо природа в самом ее подлинном представлении. Это было заключением встреч, которые светились о безднах. В этот момент, когда кит покинул пучину и вынырнул на поверхность, Джеймс почувствовал восторг и трепет. Это было столь волнующее мгновение, что трудно было передать словами всю его мощь. Порыв любви между человеком и животным оставлял на долгие века наследие. Кит нежно подтолкнул его локтем, затем сделал несколько изящных кругов вокруг него, словно продолжал игру, как домашний питомец, нашедший своего хозяина. Этот момент был наполнен волшебством, и ни одно логическое объяснение не могло возразить ему. С каждым новым движением кита подводный мир, казавшийся прежде суровым и неизведанным, обрел волшебство, которое заполнили сердца дайверов теплом и нежностью понимания. Шепот волн вокруг стал напоминать о бесконечности и о том, как иногда живые существа могут проявлять свою благодарность и сострадание к тем, кто готов помогать. Джеймс наклонился, чтобы почувствовать кита, и момент закрепился в его памяти, как алмаз на свету. Позже он говорил, что если закроет глаза, он сможет снова увидеть это радостное животное, плавно движущееся в своих водах. Это было признанием безусловной любви к природе и связи между существами. Истина — это было пониманием того, что смелость и забота о других могут привести к чудесам, которые иногда нам трудно представить, потому что они выходят за пределы нашего обыденного кругозора. Эта история не только о спасении одного животного, но и о той линзе соединения и связи, которая может возникнуть между человечеством и природой. Она напоминает нам о том, что даже в тенях за пределами человеческого разума существует простая магия. В конце концов, киты и другие морские создания ведут свою жизнь, полные трудностей и опасностей. Но благодаря таким героям, как Джеймс, они по-прежнему имеют шанс на жизнь. Возможность говорить о своих обозначенных историях. Так пусть же каждый из нас вдохновится этой историей. Малый поступок может сплотить, а доброта всегда найдет ответное проявление, даже в самом глубоком океане. Эта сигнальная встреча между китом и дайвером возможно, будет только одной из множества, формирующих наш мир и позволяющих нам смело смотреть в лицо будущему с искренностью надежды.